Апрельский выпуск новостей нашего городка мы решили снять в несколько ином формате. Теперь мы будем снимать новости не только самих Марианских лазней, но и окрестных городков и деревень. Итак, главная новость этого выпуска в городке Ходовая Плана. 1 июля во дворце за моей спиной откроется Дом сеньоров. Это, пожалуй, первое заведение такого плана в нашем регионе, которое будет расположено в таких шикарных интерьерах. Дом сеньоров, в переводе на понятный нам язык, это дом для проживания пожилых людей. Когда мы впервые приехали в Марианские лазни в 2007 году, мы обнаружили, что в городе и окрестностях почти 100 минеральных источников. Какие пить, в каком порядке, сколько пить этой воды, понятия не имели никакого. И выяснили интересную вещь, что единственный, кто мог нам дать какой-то совет в этой связи, это доктор-курортолог, который сидел тогда в центральных, даже не в центральных, а в Новых Лазнях. Собственно, к нему на прием мы и пришли. На каких научных знаниях были основаны рекомендации этого врача, мне непонятно, так как на тот момент в Чехии не существовало никакого института или научного учреждения, которое бы занималось минеральными источниками, курортологией и бальнеологией. Такой устав, точнее такое заведение, было открыто в 1903 году и закончила свое существование в 1993 году, просуществовав 90 лет. И только 2 года назад в Карловых Варах был снова открыт Институт курортологии и бальнеологии. В Марианских лазнях на улице Негрова будет работать филиал этого института. В этом году открытие курортного сезона приурочено к моему дню рождения, 9 мая. Оно продлится 3 дня с 9 по 11 и обещает быть грандиозным. Это связано со следующими событиями. Во-первых, город отмечает 165-летие со дня основания. То есть статус города Марианские лазни получили 165 лет тому назад. Кроме этого, накануне 8 мая будет отмечаться 80-я годовщина освобождения американскими войсками Мариенбада. Власти города утверждают, что на открытии будет выступать знаменитая чешская певица Люсия Била и другие актеры. 28 апреля будет закончена полная комплексная реконструкция нашего замечательного цветомузыкального фонтана. Работы еще продолжаются, но мы надеемся, что также к началу курортного сезона он будет готов. Без видимых изменений полгода стоит уничтоженный сквер на Мировом намнесте. Мы находимся в ситуации, говорит староста Марианских лазней пан Гурайчик, что на Мировом намнесте ничего не происходит.
Компания, которая победила в тендере на реконструкцию площади Мира, обанкротилась, а мы теперь должны провести новый тендер на нового исполнителя этой реконструкции, который ее закончит, что, естественно, повлечет за собой потерю времени. И мы, к сожалению, не успеем ее закончить к началу курортного сезона, как планировалось. Долгие-долгие годы эта унылая серая стена на Плзенской улице не радовала глаз ни проезжающих, ни прохожих. Пока новая администрация города не проявила креативность, было решено нанести на этой стене миниатюры курортных городов Европы, начиная, естественно, с Марианских лазней. Весной на въезде в Марианские лазни на окружной улице началось строительство салона по продаже автомобилей Fiat и караванов. Продолжается мощение мозаичного гранитного пола на главной курортной колоннаде. Сделана примерно половина работ. Ожидаем, что к началу курортного сезона работы будут закончены. Деревня Дедмоул, которая находится между Марианками и нашими Трестеницами, очень повезло с руководством. Они смогли получить европейскую дотацию на строительство велодорожки из Дедмоула до Гомерник. И строительство началось.